Здравствуйте, вы на канале Денис у микрофона. Не успели мы обсудить то, что происходит во Львове, тот циничный захват храма Святого Георгия. Как мы с вами видим, что захвачен также храм в селе Задубровка Черновицкой области. Храм, где несколько лет верующие круглые сутки берегли его, сторожили, охраняли свою святыню для того, чтобы обезопасить ее от религиозных рейдеров. Храм не раз подвергался попыткам захвата. Храм не раз пытались всячески занять представители религиозной структуры ПЦУ, но до сегодняшнего дня им этого не удавалось. И вот сегодня они нашли циничный, самый мерзкий способ, как можно было занять этот храм. И мы видим с вами сейчас кадры уже конца захвата, когда оставшиеся прихожане Украинской Православной Церкви вместе со священником, настоятелем храма, отцом Виталием, выходят и проходят через так называемый коридор позора. Ни для кого не секрет, что в этом селе создали давным-давно невероятно сложные условия для всех верующих Украинской Православной Церкви. И в буквальном смысле там пытались уничтожить, увольняя с работ, притесняя, не давая пройти, не давая зайти в свой храм. И здесь мы видим, как последний день в своем храме, выходя из него, они проходят через самый настоящий коридор позора. Слезы, плач, потому что люди прощаются с дорогим их сердцу местом. У них забрали храм, но у них не забрали веру. У них забрали святыни, но у них не забрали Бога и Его церковь. И мы видим, как люди крестообразно складывают руки на себе, потому что они хотят нести свой крест. И они показывают, что они готовы быть с крестом. И они готовы даже умереть, но не предать свою веру, но не предать Бога, но не предать свою церковь. Напоминаю, это верующие Украинской Православной Церкви. Мы видим настоятеля храма, который идет впереди, неся крест. И после этого он попадет в больницу, он госпитализирован. И я желаю ему скорейшего выздоровления. Я могу только представить, через что ему и всем верующим пришлось пройти. Как я уже сказал, я бывал в этом храме. И я восхищался и восхищаюсь верой этих людей. Их стойкостью, что они смогли пройти через все эти испытания. И немало их еще предстоит впереди, но они пример для нас, как нам стоять твердо в вере нашей. И мы видим, что храм был цинично захвачен. С одной стороны, возле него были похороны. До этого между религиозными структурами ПЦУ и УПЦ был договор, что никто не заходит в храм, и все церемонии проводятся во дворе храма. Но здесь решили воспользоваться моментом. И когда с одной стороны плакали о солдате, которого вернули в село, чье тело скоро должно быть захоронено, то с другой стороны мы видим группу религиозных рейдеров, мы видим группу молодчиков, которые решили пилить замки, которые решили взломать двери, ведущие в алтарь. И вот мы можем на фото увидеть, что пока одни молятся, пока одни плачут, пока одни скорбят, другие празднуют победу. Другие совершают свои преступнические действия, другие ломают двери храма, взламывая святыню и изгоняя оттуда истинно верующих православных христиан. Но в то же время мы понимаем, что они не могут на этом остановиться. Им нужно крушить, им нужно ломать, им нужно забирать. Им нужно забрать все, что есть у верующих Украинской Православной Церкви. И здесь мы можем увидеть акт вандализма, когда они тут же начинают крушить стены, когда они здесь же начинают все, что им не нравится, срывать буквально со стен святыни.
забрать и поделить, отнять, убить, оскорбить. Злость ими движет, ими не движет Божья любовь. Им не нужна молитва, им не нужна литургия. Чтобы вы понимали, в этом селе лишь была небольшая группа сторонников ПЦУ, которая до церкви-то никогда толком не доходила. И вся их литургия, вы знаете, что литургия в православной церкви, она в среднем занимает 2 часа. И их литургия укладывалась в 3 минуты. Нет-нет, самые настоящие 3 минуты. Вот, пожалуйста, видео с одной из камер наблюдения, снятое буквально пару недель назад. И мы можем с вами увидеть, что здесь я специально его ускорил в 3 раза, чтобы не занимать 3 минуты вашего времени, но минуту. И мы можем увидеть здесь, что вот приезжает священник, представитель организации ПЦУ, человек в облачении, и он здесь причащает 2 своих прихожанок, и все это реально занимает всего лишь 3 минуты. Для чего им храм, для чего им святыни? Все эти храмы, которые они захватывают, стоят пустыми, туда некому ходить. Потому что те люди, которые истинно верят, они как раз изгнаны из храмов. И здесь мы видим с вами, что мерзость запустения на святом месте. И одним таким пустым храмом стало больше в селе Задубровка Черновицкой области. И мы видим с вами униженных верующих, оскорбленных верующих. И я уверен, что международные правозащитные организации просто обязаны обратить на это внимание. Давайте сделаем все для того, чтобы они увидели это видео, поделимся ссылками. На ваши пожертвования мы делаем сейчас субтитры. И к каждому последующему видео, которое будет касаться захватов храмов, будут субтитры на английском как минимум языке. На это требуются определенные ресурсы, и я надеюсь, что мы вместе сможем их собирать и тратить как раз на такие благие нужды. И я искренне надеюсь, что такая вот информация поможет пролить свет, чтобы весь мир увидел, что на самом деле происходит в Украине. Чтобы все увидели ту страшную религиозную ситуацию. И в конце концов этот религиозный беспредел был остановлен. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поделитесь ссылками со всеми, с кем вы только можете. И до скорой встречи.